12 телезрителей против знатоков. Преподаватель математики Виктория Любимова, город Колпино. Юрист из Санкт-Петербурга Павел Бойцов. Школьница Дарья Болгова, Одинцова. Воспитатель Марина Воробей, город Полоцк, Белоруссия. Директор издательства Антон Агеев, Москва. Политолог Сергей Чевдарь, город Ильичевск, Украина. Экономист Юлия Милова, город Берген, Норвегия. Доктор философии Василий Кривцов, город Анн-Арбор, США. Студент Игорь Янович, город Гомель, Белоруссия. Инженер Ольга Лосицкая, Минск, также из Белоруссии. Финансовый консультант Ольга Гудкова, Стерлитамак. И, наконец, муниципальный служащий Роман Дементьев, Саратов. Начинаем игру. Против телезрителей в финале играет команда Константина Рудера. Математик Егор Барданов, Ижевск. Экономист Евгений Фионов, Санкт-Петербург. Инженер-исследователь Никита Баринов, Саров. Сотрудник пресс-службы Белоярской АЭС Александра Золотова, Заречный. Программист Ильдар Низамов, Саров. И капитан команды, специалист по экспорту изотопов Константин Рудер, Озерск. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков. Интересы телезрителей вице-президент Банка Москвы Владимир Верхошинский. Финал 2013 года. Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Господин Рудер, еще раз добрый вечер вам. Константин, ваша команда — открытие не только этого сезона, но и, пожалуй, всего 21 века. Я вообще не припомню команды дебютанта, которая одержала бы 3 победы в первом сезоне и вышла в финал года. Господин Паташов, может быть, команда Михаила Смирнова, вот это, я не помню, были у вас такие достижения или нет? Я уже тоже не помню. Я тоже не помню. Господин Рудер, да, господин. вы скажите мне только одно. Вы что, и сегодня собираетесь побеждать? Ну, я по традиции скажу, что мы нацелены выиграть. Ильичевск? Нет, Берген. Против вас играет экономист Юлия Милова, город Берген, Норвегия. Юля, добрый вечер. Здравствуйте, господин. Вы во второй раз играете за телезрителей, а впервые сыграли в 2005 году. Да, совершенно верно. Господин Козлов, я хочу вас познакомить с Юлей. Практически Юлю можно назвать матерью той легендарной команды Андрея Козлова, которая была лучшей командой в 2007-2008 году. Ведь началось все с того, что вы, Андрей, проиграли Юле игру в ноябре. Как раз ее был 6-й вопрос. Вы на этом проиграли. После этого приготовили змею и пошли к своему триумфу. Думаю, что то поражение стоило вам больших будущих побед, и я думаю, что после игры вам надо Юлю как-то отблагодарить, может быть. Свозить на ферму, например. С удовольствием. Юля, расскажите, а как появился на свет этот ваш вопрос? Вы знаете, в настоящее время я работаю в Норвегии, я была в гостях, мы играли в настольную игру, и в настольной игре был такой, как Вы бы... только вопрос не продавайте. Да, конечно. Так, ну продадите же тогда. Безусловно, да. И я спросила у своих норвежских друзей про это, они мне очень интересно это объяснили. Они ответили про то. Да. Давайте тогда перейдем к вопросу. Господин Рудер, Да, господин. скажите, вы вообще норвежский знаете? Нет, господин. Знаки? Знаки? Говорить по-норвежски. Знаки вы по-норвежски или нет? Не знаки. Не знаки.
А бобли? Знаете, как переводится бобли? Нет. Бобли означает пузырь. Внимание, вопрос. Что во второй половине 20 века норвежцы стали называть знаке-бобле? Говорящий пузырь. Переписываться в Русского соцсетях. лото не можно. В соцсетях Вот этот вот шар предсказания. Прозвище цифр, чисел. Или как там, 44, А вот как этот вот Лудик что-то. А пупорчатый вот этот вот материал. Вообще точно, офигенно. А точно, почему понимаешь? настольная игра, когда Комиксы она очень говорила, что похожи. кто-то просто время как бы тратил? Нет? Это ж прямо один в один, нет? А? игры не похожи. Знаки Бобли говорит. А игра Вторая там половина 20 века. Вторая половина 20 Монополия какая-нибудь. Ну а что во что второй может быть половине в появилось? гостях, вот, Телевизор, играя? не знаю, говорящий пузырь. В гостях при игре что может быть? Шахматы, какие другие настолки. Знаки Бобли, говорящий пузырь. А Вторая может половина что-нибудь связано, знаете, как японская игра вот была электронная, как же называется? Тамагочи? Ну что-нибудь такое. Ну, не рано ли? Вторая половина. половина. Ну что еще, какие версии есть у нас? Что есть? Тамагочи, Ребят, когда вот, может просто смотреть соцсети, Но это не да? шар- Когда много людей собираются, могут вот они половина 20. убивать время каким-то образом. Ну, скажешь. Ну, в принципе, если из этого только, а больше не было. Еще что-нибудь Вот такое? русское лото есть еще. С играми нет. Прошу, ваш ответ. Так, господин ведущий, Ильдар Низамов будет отвечать. Ильдар Низамов. Прошу вас, Ильдар. Я озвучу версию команды. Как нам кажется, говорящий пузырь — это пузырь, который все-таки издает какие-то звуки. Мы знаем, что при хлопании так называемого пупырчатого полиэтилена, в который упаковывают в том числе и игрушки, вот, произносят такие звуки. То есть это... Ильдар, Да. ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Вы озвучили версию команды. А можете озвучить еще раз на бис-версию, которую вы произнесли, может быть, с чьей-то подачи, Шахматы? которая вам больше понравилась, возможно, нет? Наверное, нет. Что же такое говорящий пузырь? Посмотрите. Знаки Бобли – это пузырь, в котором пишут слова героев комиксов. В русском языке и точного слова-то нет. Иногда это называют яблочком. Облачком, извините. Кто это? Александра Золотова, по-моему, давала эту версию. Просто я услышал ее потом от... Константин, Да, господин ведущий. надо стараться слышать все версии. Вам сегодня будет непросто. Вы проигрываете первый же вопрос, который могли выиграть. 1-0 в пользу телезрителей. Юлия Милова, вы выиграли. Осталось только в конце игры узнать, какую сумму вы выиграли. Второй раунд. Уважаемые телезрители, напомню вам технологию розыгрыша призового фонда. Если сегодня победят телезрители, то есть 6 телезрителей победит, то каждый получит 1/6 призового фонда, это примерно по 460 тысяч рублей. Если, например, знатоки выиграют 6-3, то каждый телезритель получит по 920. А если, например, счет будет 6-1 в пользу знатоков, теоретически, то телезритель заберет всю сумму 2 774 000. Напомню, что в прошлом году победители разделили фонд на троих и получили по 355 000 рублей. Мы продолжаем. Стерлитамак. Против вас играет финансовый консультант Ольга Гудкова, город Стерлитамак, Башкирия. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. Скажите, пожалуйста, а почему вы играете впервые? Почему вы раньше у нас не играли? Вот у нас многие телезрители такие уже стали профессиональными, а вы впервые. Вот у вас свежий взгляд. Что произошло? Вот почему вы не играли и что произошло, что вы решили, напишу-ка я на что, где, когда. Расскажите историю. Я давно собиралась написать этот вопрос, мне он давно понравился, еще лет 5 назад. Сегодня никак не собиралась. Значит, время пришло именно сегодня играть. То есть просто, но вы других вопросов не посылали? Вы один послали и его сразу выбрали, да? Да, единственный вопрос мой. Ну, может быть, было какое-то точное решение. Господин Рудер, Да, господин ведущий. за час вы можете узнать о человеке больше, чем за год разговоров. Внимание, вопрос. О чем это Платон? За час чего? Молчание. Молчание? Слез, может быть, что-нибудь такое?
А если там Ожидание Молчание как-то кушают, сразу. когда они, да, вот что-то Работы там. Говорят, вместе. работы вместе вообще отлично. Учения или лекции, да. Битвы? Войны? Нет, противопоставление разговора, значит, они не говорят в этот момент. Работают вместе, работают бок о бок. Что он делает во время молчания, что ли? Не обращает внимания, когда... Нет, почему? Ну, мимика, жест, ну, тут очень много говорит. Еда, на может самом быть, деле. За час? Давай Что иначе. тут Час длится. Возможно, что еда. Час Не говорят. Какая-то критическая ситуация может быть. Критическая Критическая ситуация. ситуация какая-то. Что может Не быть? обязательно. Платон, он Не философ. знаю, там... Платон философ, почему критическая ситуация? Он сказал либо о работе вместе, либо о молчании, о чем-то Кстати, таком да, час общем. размышлений, да, то есть когда они вдвоем просто думают молча о чем-то. О чем-то. Час игры. Час. Час игры? Диалог, Игры, ну, монолога. навряд ли философ об игре что-то говорил. Никит, ну, разговора? Нет, молчание. Молчание? Сейчас молчание. Просто как-то. Сейчас работа. Итак, вы будете отвечать. Да, мы будем отвечать. Ответит Никита Баринов. Прошу, Никита. Мы считаем, что это молчание. Это молчание. То есть такой глубокий вопрос для финала года. За час молчания узнаешь больше, чем... Все-таки вот чувствуется, вы команда неопытная, господин Рудер. И опять, что интересно, опять правильная версия у вас была. Внимание, правильный ответ. За час игры, господин Рудер. Иначе зачем бы мы... Вообще, господин Низамов это вам говорил, господин Рудер. Я слышал. И вы все равно считаете молчание лучше, чем игры. Даже услышав такую версию. Что-то вы сегодня не в форме. 2-0 в пользу телезрителей. Ольга Гудкова победила сегодня. Из Стерлитамака. Ольга, ждите выигрыш в конце игры. Уважаемые телезрители, в этом сезоне госкорпорация «Росатом» учредила приз «Хрустальный атом». Его получает лучший знаток каждой игры. «Росатом» – корпорация знаний. А определять лучшего будет Сергей Новиков. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Это первый для вас финал года в качестве защитника знатоков. Хранитель традиций не смогли сегодня быть. Так что у вас крайне сложная задача. Вы один и вокруг телезрителей. Мужайтесь. Продолжаем игру, третий раунд. Господин Рудер, Да, господин ведущий? вы впервые в жизни играете на глазах телезрителей, в их присутствии. Вам это как-то мешает? Есть различия вот между обычной игрой, вы уже 3 провели обычных игры, и сейчас сидят рядом телезрители. Ну, когда сидят рядом, в принципе, я вот ничего такого особого не ощущаю. Вы знаете, но опытные знатоки говорят, что при телезрителях сложнее подсказывать. Это так? Я не слышу и не Но вижу. вот вы видите, вы на этот вопрос не взяли помощь зала. Видно, вам это не подсказали. Уважаемые телезрители, кстати, команда телезрителей, Одинцова, одну секундочку. Команда телезрителей, я могу любому из вас вручить красную карточку. Кто готов сражаться с подсказками в нашем клубе, а то счет 0-2. Господин Чевдарь, не хотите поучаствовать? Я не против. Не против. Господин Чевдарь, прошу, возьмите красную карточку. Если что, прям показывайте ее над столом. Делайте шаг и говорите, была подсказка. Договорились? Договорились. А сейчас Одинцово против вас играет школьница Дарья Волгова. Город Одинцово, Московская область. Дарья, добрый вечер. Вечер, господин ведущий. Это ваш первый вопрос на игру. Да, мой первый вопрос. Как он появился, расскажите, на свет? Появился очень внезапно, мне просто попалась на глаза книжка, я ее пролистала, и как-то мой взгляд упал на конкретно эту вещь. Дарья, а вы часто, что где когда смотрите? Да, Вы все-таки конечно, школьница, мы идем поздно. Я смотрю все серии. Ну хорошо. Дарья, спасибо. Господин Низамов. Да, господин ведущий. В народе Висая, что живет на Филиппинах, это называют принцессой, сидящей среди мечей. Образно. Мечей. Не мячей, а мечей. Хотя англичане поправили бы филиппинцев, потому что считают, что скорее не среди мечей, а на дереве. А мы бы добавили, тогда уж принц, а не принцесса. Филиппинцы говорят принцесса, а мы бы уж тогда сказали уж тогда принц, а не принцесса. Внимание, вопрос. Так что же в народе Висая называют принцессой, сидящей среди мечей?
Кокос, банан. Офигенно. Просто офигенно. Ну, из него торчит, как коробка. Ну вот смотри, да, а у нас он в мужском роде. Как он по-английски? Как по-английски? Ну, там И что, там нет родовой? Ананас, что ли? На дереве. А почему, подождите, ананасы не на дереве, по-моему, растут. Да. Может, все-таки Ну, вот англичане, кокос или допустим, бананы, да, когда Как не на дереве? Это куст. Это Или нет? трава. А банан это вообще трава. Спокойно, трава выглядит как... Мы обсуждаем одну версию. Кокос, больше всего Пинейпл и ананас не очень. Ну, нарисуйте, почему? Вот так. Кокос висит сверху. А ананас... Еще нужны версии, кроме вот этих фруктов. Что там, созвездия, может быть, какие-то, я не знаю. Англичане, и мы не Гора какая-нибудь, не может быть вулкан. Должны об этом знать. И филиппинцы образно что-то называют. Ну, вот единственное, да. В принципе, нормально, Саша. В принципе, версии какие-то есть, не знаю. Нет, больше. Итак, кто будет отвечать, Константин? Господин ведущий, ответит Александра Золотова. Александра Золотова, прошу вас. Мы предположим, что это ананас. Ананас. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Фионов ведь говорил, вам не нравится ему ананас. Вы его не слушаете. Для нас скорее принц, потому что это слово мужского рода. А для англичан на дереве, потому что они называют этот плод Александра яблоко на сосне. А на самом деле он растет среди листьев, напоминающих, вы еще не поняли, по форме меч. Посмотрите на экран. Ананас, Александра, ананас. Это я шучу. 2-1. 2-1. Ольга, к сожалению, вы проиграли. Да. Четвертый раунд. Уважаемые знатоки, если вы обратили внимание, сегодня на столе нет ни блица, ни суперблица, и нет 13-го сектора. Кстати, интересно, что в этом сезоне знатоки ни разу не выиграли суперблиц из 12 попыток. Правда, выиграли 5 блицев из 10, а в 13-м секторе знатоки побеждали часто, 8 раз из 11. Интересно, что чаще всех в этом году правильно отвечал на вопросы Олесь Мухин. 5 раз. Олесь. А неправильно 6 раз. Тоже Олесь Мухин. Колпина. Против вас играет преподаватель математики Виктория Любимова. Город Колпино. Виктория, проходите. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, господин ведущий. Как вам игра? Отлично. Виктория, вы играете во второй раз, но впервые играли аж в 2000 году. Совершенно верно. Виктория, скажите, пожалуйста, почему столько лет молчало ваше перо? Ну, мое перо не молчало, я каждый Строчило? Совершенно верно, я каждый год посылаю вопросы, но мне кажется, что из-за того, что я не хочу обидеть знатоков, они у меня слишком простые, и ваша редакторская группа их не выбирала. Вот Ну, вы отправляете посложнее. Ну, перейдем к вопросу. Господин Руда. Да, господин ведущий. Кинооператор Ливан Пааташвили вспоминал, что однажды во время съемок никак не удавалось заставить героев эпизода двигаться в нужном направлении. Решить проблему удалось при помощи 6 черных ящиков. Ящичков маленьких. Внимание, вопрос. О каком эпизоде известного советского фильма идет речь? Животные, да, мышки там, что-то такое. Где именно? Маленькие ящички. Ребят, ну мышки там или собачки, вот там, ну, например, положили, или с поросенок Тараканы какой-нибудь. были, таракани бега. Советский фильм. Бег, фильм, таракани бега. Ну, понял. Левка из... Маленькие черные ящички. Полосатый риск. Надо сформулировать, как, если таракани бегают, то они открывали из черного ящика. Нет, там явно какая-то, может быть, черный ящик, чтобы не было видно на свет, фоне. да? Почему с животными именно? свет. Почему именно с животными? От цвета тараканы, чтобы цвета. бежали, что ли?
ящичка. Нет. Собаки. Источники света тут закрыли. Герой эпизода. Шесть коней, шесть Это не главный герой. Герой эпизода, да, герой эпизода. Не могли составить двигаться в правильном направлении. Ты смотрел, ты Ну, в уверен? принципе, так. Ну, похоже очень. Неуверенный. Люди, вот если люди идут, допустим, их разворачивают. Это надо выбирать. Разворачивает в одном направлении. Но там они светить могли, помните? Это же как- Да, да. Лучше все равно ничего. Прошу ваш ответ. Господин ведущий, ответит Никита Баринов. Никита, прошу вас. Насколько я помню, в фильме «Бег» есть эпизод с тараканьими бегами. Вот предполагаю, что как раз в этом эпизоде и помогли эти ящички, возможно, из них тараканы, так сказать, запускались. Там, возможно, они были, точнее, наоборот, наверное, туда не бежали от света. И, возможно, От снимают. света в фильме «Бег» тараканы бежали в ящички. Ну, Я просто повторяю ваш ответ. Правильно я понял, что потом не говорили, что вы не это имели в виду? То нет, есть я, естественно, тараканы не буду бежали в спорить. ящички. Я после драки кулаками не машу. Это достойно, господин Баринов. А теперь, внимание, правильный ответ. Никита. Внимание на экран. Во время съемок они были самыми капризными актерами. Пугались яркого света и бежать к финишу отказывались. Кто-то из съемочной группы вспомнил, что тараканы обычно прячутся от света в темноту. Тогда в конце дорожки установили черные ящички, в которые тараканы сразу и побежали. Так был снят эпизод «Тараканьи бега» знаменитого художественного фильма «Бег». Никита Баринов, молодец! 2-2. Виктория, к сожалению, вы проиграли. Ну что, 2-0 проигрывали, сравняли. Реклама на Первом канале. Продолжаем игру и начинаем 5-й раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков в наступающем 2014 году, присылайте свои вопросы по электронной почте, адрес вопрос@tvigра.ru, либо по почте 127 427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Я жду ваших вопросов, а хорошие вопросы у нас всегда играют в финале года. Господин Баринов, как вам вопросы сегодня? Ну, мне лично понравились. Да? Хорошие вопросы были. А за какие обидно, что не за какой обидно, что не ответили? Всегда обидно, когда что-то не Ну, ответили. игра. И вопрос на школу. Полоцк. На школу. Против вас играет воспитатель Центра развития ребенка Марина Воробей. Город Полоцк, Белоруссия. Добрый вечер, Марина. Сначала играли те, кто первый раз играет или второй, а сейчас пошла, ну, еще не резерв главного командования, но уже более крепкие ребята. Вы 4 раза играли. Добрый вечер. Вы 4 раза играли со знатоками, за 3 года 2 раза выиграли, 2 раза проиграли. То есть знатоки вас, наверное, любят. Надеюсь на это. Скажите, пожалуйста, Марина, а у вас вообще есть рецепт, как сделать хороший вопрос? Если есть, то поделитесь с телезрителями у экранов. Вы все-таки опытный человек. Ну, я когда читаю что-то, если мне вопрос симпатизирует, он кажется интересным, я его отправляю. Если мне кажется скучным, то нет. Скажите, пожалуйста, ну вот вопрос, это сесть и работать или жить своей жизнью, и вдруг что-нибудь придет, напишу? Это вдохновение. Все-таки вдохновение, не работа. И вот этот вопрос у вас по вдохновению родился? Ну, один из, да. Из вдохновенных. Ну, Ван Гог мой было вдохновение самое большое. Ван Гог сложнее всего вам дался, да? Но вы выиграли? Да. Да? Ну, я вас поздравляю. Итак, перейдем к новому вопросу. Господин Рудер, в начале 20 века немецкий предприниматель Людвиг Розелиус заказал груз из Южной Америки. Но корабль попал в сильный шторм, и весь груз был залит морской водой. Казалось бы, его оставалось только выбросить. Но предприимчивый немец попробовал товар промыть, высушить, и в итоге выпустил на рынок
новый вид этого товара, который в наше время некоторые, в том числе и я, используют чаще, чем обычный, традиционный. Внимание, вопрос. Что же случайно изобрел Людвиг Розелиус? Молотый кофе, нет? Сублимированный. Сублимированный кофе. Сублимат. Чай. А как? Ну вот Южная Америка морской воды очистил. жвачка, табак. Есть обычный, есть на Так, еще что-нибудь. Хорошо. Именно из Южной Америки. Что у нас есть? Резина, каучук. Вроде бы ему ничего не будет. Традиционно, непонятно как. Это более ранее. Древесину какую-нибудь. А? Древесину Я какую-нибудь. вообще А резина, вот каучук, ну, собственно. И что, как в этом вы резинку? А что, как она? Он курит? Она мокнет? Она мокнет? Он Еще ее и высушит? животные какие-нибудь, не знаю, там, ну, какая, ну, мясо соленое, да, там что-то Что вот. там может быть? Ведущий А использует. чаще, чем обычный. Кстати, Чаще, чем табак обычно. резанный, да, например, табак или как? Табак нет. Отошли от еды, отошли от Что вначале еды. Мне 20-х еще годов нужно. Не жевательный, Бумага. а курительный табак. Бумага. Курительный, жевательный, да? Не вяжется, потому что иногда. Есть обычный. Одежда какая-то. Кофе. Редко. Из одежды. Ну вот вообще так вот, что сходу. Джинсы из одежды. Начало 20 века. Нет, ну в Южной Америке. Отсюда, да. Я понял. Хорошо. Итак, кто отвечает? Евгений Фионов ответил. Прошу, Евгений. Мы предполагаем то, что речь идет о растворимом кофе. Он придумал растворимый кофе. А теперь, внимание, правильный ответ. Предприниматель промыл, высушил товар, привезенный из Южной Америки. И оказалось, что вкус его не изменился, но он почти полностью утратил бодрящий эффект. Так Людвиг Розелиус изобрел кофе без кофеина. Без кофеина. Марина Воробей выигрывает 3-2. Марина, я вас поздравляю. А сейчас внимание. Сегодня определится судьба главного приза клуба «Что, где, когда» 2013 года. Если сегодня победят телезрители, то автор лучшего вопроса получит бриллиантовую сову и эксклюзивную пластиковую карту Банка Москвы на сумму 1 миллион рублей. Если же сегодня победу одержат знатоки, то лучший игрок команды Константина Рудера получит бриллиантовую сову. 6-й раунд. Уважаемые телезрители, бриллиантовая сова разыгрывается в нашем клубе в 12-й раз. 5 раз ее обладателем становились телезрители и 6 раз знатоки. Интересно, что имена знатоков, обладателей бриллиантовой совы, начинаются либо с буквы А, либо с буквы Б. И строго по очереди. Смотрите. Ася Шавинская, Борис Бурда, Андрей Козлов, Балаш Касумов, Александр Друзь, Борис Левин. Давайте посмотрим. То есть сегодня должен быть победитель с именем на букву А. Александра Золотова, это получается вы. Ну, на один вопрос вы уже ответили, посмотрим, как дальше. Анн-Арбор. Против вас играет доктор философии Василий Кривцов, город Анн-Арбор, Соединенные Штаты Америки. Василий, вы уже 3-й раз играете, но был большой перерыв с 2007 года. Не писалось или почему был такой перерыв? Ой, писалось практически каждый год, но не принималось. Не принималось. Скажите, а с вами приехал сын Тимофей, он вопросы еще не сочиняет? Сочинил один, но опять же не принялся вопрос, но он будет пытаться продолжать. Ну, может, принялся Тимофей, может, еще, знаете, как у нас... А, это некоторые... да, у вас подолгу, да, иногда. У нас бывает подолгу. Ну, давайте перейдем к вопросу. Внимание, господин Рудер. 3-2 вы проигрываете, 4-2 уже будет сложно. Внимание, тест Струпа. Господин Низамов, послушайте меня внимательно. С вами сейчас будем играть. Назовите последовательно и быстро цвета на этой карточке. Прошу. Красный, Быстрее. желтый, черный, зеленый, оранжевый, голубой. Каждый раз вы почти каждый раз задумывались. Да. Этот тест в 1935 году придумал психолог Джон Струп для диагностики способности выделять определенные признаки и игнорировать другие.
Внимание, вопрос. А с какой целью в середине 20 века в Америке некоторым людям предлагали пройти вот такой тест Струппа? По-русски написано. А не может быть это для авиаторов смотреть Дальтоники на... ты имеешь в виду? Дальтоники? Да, может быть. Почему русский текст? А может шпионов вы... Хорошо. Когда? Ну что так? Язык, выявить язык. На каком языке разговаривать? Если он тормозит, значит он Да. понимает, что написано. Да. А если он Ну, это сразу версия, смотрит понял. на Еще всех, то... Еще нужно. Для авиаторов смотреть на приборы. Им много надо сразу было приборов. Красный там, желтый и так далее. А русский он не сможет это Считывать кучу приборов. Ну, да, тогда вот эти... Какой язык родной, да? Именно родной язык. Наших шпионов ловили или этих шпионов готовили? Ловили наших разведчиков или готовили своих шпионов? Или готовили своих? Слышите вообще, нет? По текстам. То есть если тормозить, значит... Итак, кто отвечает? Господин ведущий, Евгений Фионов ответит. Евгений Фионов. Предположим, что таким образом выделяли, может быть, русских шпионов. Если человек на вот такой вот карточке начинает запинаться, значит, он понимает, о чем идет речь, значит, он хорошо знает русский язык, как родной, и, соответственно, попался. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Низамов, а вы когда читали английский, вы же понимаете английский? Да, конечно. Вы поэтому запинались? Да. В тесте, уважаемые телезрители, в тесте нет соответствия между цветами. Слово «синий» написано красным, слово «красный» желтым и так далее. Человеку легче называть цвет шрифта, не понимая смысла написанного. Уважаемые телезрители, попробуйте сами на примере китайского языка. Тут все понятно. Красный, желтый, черный, зеленый, оранжевый, синий. А если вы знаете язык, а цвет шрифта и смысл написанного не совпадает, вы невольно будете делать паузу, решая, какой цвет назвать. Во времена Холодной войны американские спецслужбы использовали этот тест для выявления шпионов. Господин Кривцов, вы проиграли, но я хочу вас поздравить. Мне кажется, вопрос замечательный. Спасибо вам. 3-3. Сегодня в зале присутствует группа поддержки команды Константина Рудера. Это Ирина Низамова, жена Ильдара, и Андрей Юрьевич Баринов, отец Никиты. Скажите, как вам игра команды? Вам нравится, как играет муж, соответственно, и сын? Андрей Юрьевич. Молодцы. Да? Ирина. Что? Очень нравится, да. Но в первых вопросах как-то не слушали вашего мужа. Во втором, по-моему, Мне вопросе. кажется, они сначала не успели собраться, теперь собрались, и сейчас они выиграют. Да. 7-й раунд. Спасибо. Имена самых известных знатоков, магистров, всем известны. А тем не менее, в команде телезрителей ведь есть свои герои. 12 раз играла против знатоков Марина Торгунова из города Тюбинген. 10 раз играла Татьяна Медведева из Саратова. По 9 раз Жанна Полянская из Сыктывкара, Радик Хабибуллин из Ленска и Евгения Тюмашевская из Любани. И, возможно, сегодня к ним присоединится Сергей Чебдарь. Господин Верхошинский, как вы считаете, может быть, нам уже пора организовать академию телезрителей, выбрать критерии и сделать там магистры, а тут академики? Господин Верхошинский. Господин Кузулев подсказывает, что мы готовы профинансировать такую академию. Нет. Но это бесплатно. А сейчас давайте посмотрим на стол Гомель. Волчок прямо показывает Гомель. И против вас играет студент Игорь Янович. Город Гомель, Белоруссия. Добрый вечер. Здравствуйте. Игорь, вы играете во второй раз против знатоков, первый раз проиграли. Надеетесь сегодня на реванш? Да. Скажите, как вы придумываете вопрос? Ну, конкретно этот вопрос я
искал информацию о каком-то художнике и как-то наткнулся на эту информацию, начал ее раскручивать, и вопрос получился. Скажите, пожалуйста, а почему о художниках? Вы знаете, что я люблю вопросы про искусство. Вы из-за этого? Нет, Вы уже разбираетесь в моих вкусах? Нет, я искал самую дорогую картину в мире, и вот, ну, искал вот так. Сейчас вы спутаете знатоков окончательно. Это к этому вопросу не имеет никакого отношения, Константин. Ну, Итак, вы искали самую дорогую картину. Да, нашел информацию о этом художнике и другую, и вот начал ее раскручивать, и получился этот. А получился скульптор. Да. Это итальянский скульптор Пьеро Манзони, господин Рудер. Он известен своими концептуальными работами. Вы слышали о таком скульпторе? Возможно, но вот точно не скажу. В 1961 году на просторах северной низменности, недалеко от датского города Хернинг, он разместил постамент из бронзы и стали размером 100 на 100 на 82 сантиметра. Одиноко стоящий постамент, на котором ничего нет, кроме надписи. Внимание, вопрос. Почему надпись на постаменте Манзони разместил вверх ногами? Что это за композиция? Что-нибудь пролетает с неба, что ли? Повешенные смотрят там или что-то такое. Гагарину? Потому что Гагарин будет пролетает. Да, и что он смотреть? Австралия, может быть, как-нибудь антипод, если не с головой. Еще не слишком мелко. Мелкий, маленький, да? Метр на сантиметр. Это, то есть метр на метр, почему-то на 82 Встать на сантиметра. него, наклониться, может, вот так небольшой Точно, встать и Почему посчитать. северная низменность? стоит на голове. Где конкретно это было? Да, Где? место такое. Что от географии может Затопы быть? бывают? Затопы. За затопление, ну, черт. Что с географией может Ну быть? давайте, еще бронза и стали, постамент. Зеркало, может быть, что-то. Да нет. Смотрите, Концепция человеческий глаз воспринимает... Человеческий глаз воспринимает... вверх в это время или позже уже там. Человеческий глаз воспринимает... Нет, это самое начало. Только мозг перерабатывает. Гагарин единственное. Нет. Гагарин? Зачем северный? Что тогда? Хотя кто его? Ну, авиатор. Где-то низко, чтобы... Ну вот это было. Зачем сантиметры? Ребята, действительно ее Итак, затапливают, а прошу, просто туда... кто отвечает? Тишина. Отвечает Егор Барданов. Егор Барданов. Прошу вас, Егор. Почему надпись на постаменте Манзони разместил вверх ногами? Что это за композиция? Ну, допустим, что раз это идет речь о северной низменности, то периодически она затапливается. О просторах северной низменности. Итак, она затапливается и... Люди, которые занимаются дайвингом, ныряя и любуясь вот этим вот, возможно, затопленным лесом, который там находится, смогут увидеть эту надпись. А так как они ныряют вверх ногами, соответственно, и... Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Барданов, на просторах северной низменности Пьеро Манзони решил установить скульптуру размером с планету Земля. А реализовал он свою идею просто. Установил постамент и написал на нем вверх ногами, посмотрите на экран, «Основание мира». Переверните картинку. Видите, как Земля стоит на этом. Представляете? Сейчас представим. Сейчас представили. 4-3. Игорь Янович, вы четвертый победивший сегодня телезритель. Я вас поздравляю. Ну что ж, счет 4-3 в пользу телезрителей. Реклама на Первом канале. 4-3 в пользу команды телезрителей. 8-й раунд. Москва. Против вас играет директор издательства Антон Агеев из Москвы. Антон, добрый вечер. Вы, по-моему, впервые сразитесь со знатоками. Это ваш первый вопрос? Ну, практически первый. Я посылал несколько раз, но вот это третий раз. А, практически первый, третий. Да.
Скажите, а что вас подвигло написать вопрос на игру? Вот что стало толчком? Вы не писали, потом вдруг, напишу-ка я на что, где, когда. Вот что толчком стало? Ну, всегда хотелось как-то принять участие в игре. И вот с детства я смотрю эту программу, очень люблю ее. Вот, и вот в какой-то момент решился и долго подбирал вопросы. И начинаю уже как-то при поиске вопросов смотреть через призму, что где когда. Вот может этот вопрос... После этой игры вам будет легче, наверное. Вы внутри побывали. Да, да. Антон, пишите. У этого вашего вопроса, на мой взгляд, есть огромный плюс. Даже два. Он современный и лаконичный. Господин Рудер. Да, господин ведущий. За последние 5 лет продажи газет, журналов, шоколадок, леденцов и жевательных резинок в крупных западных супермаркетах резко снизились. Внимание, вопрос. Что, по мнению маркетологов, повлияло на это снижение? Они, почему? Они стояли у касс, нет? Цены были такие, что копейки там оставались, и вот эти вот покупали на них. А может, мобильные телефоны, они вместо того, чтобы тратить время на чтение газет, там, развлекаться как-то, они сидят в телефонах. Читают на мобильных телефонах. Кредитные карты? Да, кредитные карты. Просто интернет до копейки. Да, кстати. Кредитные карты, телефон. Хорошо. Понял, еще нужно что? Резко снизились, резко. То, что они 5 лет. 5 лет. Вот это нормальный временной лаг? 5 лет. Кризис. Нормально, 5 лет нормально, неважно. Почему карты стали быстро вводить? То есть зарплата на них стала поступать? Кредитки стали больше. Именно резко 5 лет. Еще нужно что-нибудь. Ну что, всегда тут Ну что у нас есть инфляция? Это нет, это раньше еще было. Шоколадки. Ну, с другой стороны, всегда не бесплатно. Нет, нормально. Нет, Ильдарова версия лучше, мне кажется. Ну я понял. Мне тоже не нравится. Нормально. Отлично. Еще идеи. А все. Вот по времени только, 5 лет. Да, давай. Итак, кто будет отвечать, Константин? Господин ведущий, ответит Ильдар Низамов. Ильдар Низамов. Прошу вас, Ильдар. Предположим, что за последние 5 лет кредитные пластиковые карты так сильно распространились по странам, что в магазинах стало не нужно добивать чек до какой-то круглой большой суммы, можно стало расплачиваться с помощью кредитных карточек с точностью до цента. То есть именно введение Ну что такое, прям завернули. Я бы так сказал, завернули. А теперь, внимание, правильный ответ. Так хорошо прошли первую часть обсуждения, почему именно эти товары, что их объединяет, решили, что объединяет. Газеты, шоколадки, жевательная резинка в крупных супермаркетах выставляют указ. Константин Рудер это говорил, а Александра Золотова просто сказала точную версию. Раньше, во всяком случае, ответ точный. Раньше все это зачастую покупали, ожидая очереди в кассе, от нечего делать. А в последние годы покупатели в очереди заняты своими мобильными устройствами. Кто-то пишет СМС, кто-то заходит в интернет. Именно современные мобильные устройства или мобильные телефоны, по мнению маркетологов, повлияли на снижение продаж товаров указ 5.3. Антон, я вас поздравляю. Пишите еще. Пишите. Девятый раунд. Итак, знатоки у нас выигрывают финальные игры уже 3 года подряд. 2010, 2011, 2012. А сегодня 5-3 в пользу телезрителей. И самое обидное, господин Рудер, что вы все время близки к ответу, но сегодня версию не находите. Господин Новиков, что вы скажете команде? Как их поддержать в такой трудный момент? Команде я хочу пожелать отвлечься от того, что происходит за вот этим кругом. И играть в свою игру, как вы можете это делать. Как вы это показывали предыдущие 3 игры. Давайте посмотрим. Ильичевск. Против вас играет политолог Сергей Чевдарь. Город Ильичевск, Украина. Сергей, добрый вечер. Уважаемые знатоки, знакомьтесь, это тот самый Сергей Чевдарь, который просто разорвал наш почтовый ящик
своими вопросами. За 2 года, последние 2 года, он сыграл со знатоками 8 раз и одержал 6 побед. На его вопросы не смогли ответить Борис Левин, Владимир Улахович, Михаил Мун, Александр Друзь. Сергей, вы, безусловно, профессиональный телезритель. Сколько вопросов вы придумываете на ваш выбор? В день, в неделю, в месяц? Сколько? Я не знаю, это под настроение. Иногда бывает, я могу в день не придумать 5, а потом месяц не придумывать. Ну, мне кажется, главное в этом деле настроение и любовь к передаче, скажем так. Но вы к этому относитесь как к работе? Вы все время над этим работаете? Нет, это хобби. Это хобби. Господа, посмотрите на экран. Перед вами рекламный плакат одной необычной школы. А у нас за кулисами находится выпускник подобной школы. Внимание, вопрос. Кто там? Кого выпускают такие школы? Дрессированные мыши. Хомячок какой-нибудь, мышка. Дрессированные мыши. Что поводырь? Собака-поводырь отлично, кстати. За кулисами? А почему бы нет? Почему дорога прямая? От дома до работы, от работы до дома, напрямую, без всяких таблиц. Кто, да? Офис, так, что, лабиринт. Так, Мышь по лабиринту бегает, нет? Нет, необычная школа. Все выносится прямо все. Да, Ведет кратчайшим путем. Что ведет кратчайшим Может путем? запутаться Пресс на пустом месте. А почему выпускник? Что-то живое вроде как. А если не живое действительно? А что у нас? Ну кто? Ну собака-поводырь тогда. Почему? Как собака? Потому что Голубь символ почтовый. офиса и символ дома. И что? Голубь почтовый никто не пользуется. Никита. До работы что Никита! А что Какая твоя версия? Ну я за версию кого там, про поводыря. Еще что-нибудь. Ну что? Хомячки, а что хомячки? Зачем их прямой. выпускать? Зачем их учить вообще? Не понимаю. Мышки тоже не надо, да? Вроде как они к дому и к офису Егор, ничего не имеют. Робот может быть Нет, просто. кто? Ну, А, нет, ну да, мне да, это да, нравится. да. Все, полная тишина. Господин Рудер, Егор Барданов ответит. у вас есть помощь клуба. Или вы отвечаете. Ваше решение. Вам еще, если выиграете, играть и играть, а может быть сейчас все закончится. Отвечайте, Егор Барданов. Прошу. За кулисами собака-поводырь. Егор Барданов. Собака-поводырь. Теперь, внимание, правильный ответ. Ну что это такое? Ну что это такое? Да заходи, Юджин, заходи. Юджин, собака-поводырь. Кто может помочь найти кратчайший и безопасный маршрут? Этот плакат рекламирует школу собак-поводырей. Егор Барданов, молодец, 5-4. Господин Чивдарь, к сожалению, вы проиграли, к вашему сожалению. 10-й раунд. Господин Верхошинский, господин Кузовлев, скажите, господа, у вас уже есть кандидат на лучший вопрос? Уже 5 вопросов. Есть или вы будете держать в тайне? Можно сказать про 2 на выбор. Ну, вы знаете, у нас есть 2 кандидата. Мы пока не хотели бы их называть, еще несколько хорошо. вопросов. Хорошо, давайте посмотрим, какие вопросы остались на столе. Минск. Ольга Лосицкая, если 2-й год не сыграет, это будет интересно. Саратов, Роман Дементьев и Санкт-Петербург. Минск все-таки. Против вас играет Ольга Лосицкая, инженер из Минска. Господин Рудер, вы уже поняли, почему Ольга так радуется, да? Потому что она весь прошлый финал года простояла. И вот... Я думала, что это традиция такая, кто в баню ходит, а я... Будете раз в год приезжать на финал. Я вам объясню, почему Ольга приезжает именно на финал года, почему мы вопрос не играем. Дело в том, что мы хотели этот вопрос сначала снять на пленку, чтобы показать знатокам, но, к сожалению, ничего не сохранилось. И получается, что Ольга, как очевидец, должна вам рассказать, что она видела в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова 30 лет назад. Прошу вас, Ольга.
Я была на одном из спектаклей Волковского театра в 1981 году. Но запомнился мне не сам спектакль, а табло, интересное табло, которое было установлено в фойе театра. На нем было несколько рядов кнопок. Под каждой кнопкой однозначное или двухзначное число. И каждый зритель, приходящий в театр, мог подойти к этому табло и нажать любую из этих кнопок. Значит, например, 9, 14, 44 или любую другую. А мог нажать не один раз, если он не один, а мог и не нажимать, если ему не надо. Это нововведение просуществовало около 5 лет, но потом его прикрыли, хотя зрителям оно было по душе. Внимание, вопрос. С какой целью администрация театра установила такое табло? Выбирать место? Место выбирать. На билете уже есть место. Это Еще. просто доставка. Ребята, если, например, повторять или не повторять спектакль, да, баллы спектаклю делать. Оценка, может? Оценка, Нет, да. ну там... 9, Да. 44. Нет, то есть список везде Одежду. может быть одежду, номерки, одежды. Гардероба? Например, как бы нажимаешь там, и тебе несут эту одежду там. Если не один, то 2 нажали, тебе принесли одежду. А когда? После спектакля. Я понял, еще версии. То есть так, где я пришел. Понятно, еще версии. Буфет, антракт. Что? А буфет, кстати, если, например, что-то, блюдо какое-то несут. Вот что пару номеров, как вот автомат. Ну да. А почему отменили тогда? Почему отменили тогда? Ну, отменили, что бегать, пусть сами на бегут. машинах люди стали. А может, выдвигалось? Парковочные места, там, я не знаю. 5 лет назад. А может, они заказывали из буфета себе на место? Что сказали? Из буфета себе на место. А, нет, там просто цифры. Нет, забудьте. Автоматизировать любили, а потом это как-то рассосалось постепенно. Итак, господин Рудер, 5-4, вы проигрываете. Кто будет отвечать? Господин ведущий, ну, как я понимаю, это наша последняя возможность взять сегодня помощь клуба. Поэтому при счете 4-5 мы воспользуемся этой возможностью. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде Рудера. Это не важно, не сбивай. Хорошо, про автобус, хорошо, наверное. Услышал про автобус? Полная тишина в клубе. Полная тишина. Господин Рудер, кто будет отвечать? Я отвечу. Вот нам подсказывают, что... Кто? К сожалению, Борис господин Еремин. Еремин, да, Борис. Да. Борис помнит, что лично он с этого табло мог заказывать номера общественного транспорта, который приезжал бы... Да. Вот. И, соответственно, ну да, у нас была версия с гардеробом, которой мы не воспользовались. Вот я поэтому и отвечаю, что это табло заказа общественного транспорта. Внимание, правильный ответ. К началу спектакля, господин Рудер, администратор театра получал полную информацию, сколько раз зрители нажали ту или иную кнопку. А потом сообщал в автобусный парк, сколько автобусов и каких маршрутов подать к театру к окончанию спектакля. Так в Ярославле когда-то был организован театральный разъезд 5-5. Борис Еремин приносит очко. Борис, вы бывали в этом театре, Борис? Я там был в 1979 году, меня тоже поразил этот факт. Просто вот такое совпадение. 11-й раунд. Господин Верхошинский и господин Кузовлев, получат ли какую-то компенсацию Ольга Лосицкая из-за того, что ответили на вопрос только с помощью клуба? Конечно, получит. Какую? 100 тысяч рублей, господин ведущий. Сколько? Правильно. 100 тысяч рублей, Ольга, от Банка Москвы вам. И на столе осталось 2 вопроса. И 2 телезрителя. Саратов, Роман Дементьев и Санкт-Петербург. Господин Бойцов. Будет играть Санкт-Петербург. Господин Дементьев. Секундочку, подождите, господин Бойцов. Господин Дементьев, Роман. Вы единственный телезритель, который сегодня не сыграет, если только не будет какого-нибудь спорного вопроса. А так, Роман, ну я надеюсь, что мы с вами еще встретимся.
А играть против вас при счете 5-5 будет юрист Павел Бойцов и его сын Михаил из Санкт-Петербурга. Михаил, скажи мне, пожалуйста, ты рад, что ваш вопрос выпал в такой ответственный момент? Все он и решит. Да. Да? А как ты думаешь, ты вообще принимал какое-то участие в этом вопросе? Нет. Смотри, только не выдай его. Павел, скажите, пожалуйста, а как вообще вы отреагировали на то, что вас пригласили на финал года? И почему решили прийти с сыном? Я, честно говоря, забыл, что вопрос направляли, потому что направлял не я, а жена моя направила. Вот. Так еще не вы герой. У нас вся семья героев. А жена здесь, в зале? К сожалению, ее не пустили сюда. Она сейчас где-то в подсобных помещениях. Ну вы уж не пустили, да. Да, уж всю кухню раскрыли. Уважаемые телезрители, но я поясню. Дело в том, что очень много людей сегодня пришло в зал, и у нас сколько вошло, столько вошло, остальные сидят, смотрят телевизор, вот гости, которые пришли и не смогли попасть в зал. Вот это имеет в виду Павел Бойцов. А как жену вашу зовут? Мария. Мария, подходите пока к нам в зал, мы вас ждем. Подходите. А сейчас я прошу, господин Чевдарь, следите за подсказками, решающий момент. А сейчас, внимание, 2 черных ящика. Трогать их нельзя, господин Низам. В этих черных ящиках находятся похожие предметы, но между ними есть и различия. То, что в маленьком, поменьше, и там есть, например, деревня. А в большом деревни еще нет, но зато есть город. В маленьком двор, а в большом поле. В маленьком речка, а в большом пруды. В маленьком остров, а в большом горы. Внимание, вопрос. Что же находится в каждом из ящиков? Что-то образное, У как меня снежные шарики в голове. Снежные шарики? Да, шарики. А почему большие такие? Еще Ну да. Еще нет. Прочитайте, видимо, уже город. Двор? Лаптата, не знаю. Ребят, что-то и результат. Что? Да? План и вот Быстрее. может быть пазл действительно, что-то недоделанное, где-то больше сделано. размер, Да. посмотри, ящиков. Ну, пазл собранный, картинка, нет? Еще версии какие-то. Книги, может быть, какие-то. План какой-то застройки, еще Карта какая-нибудь, не может быть? Но Двор, поле, город, еще нет. Что-то не появилось, получалось. как-то по-другому надо посмотреть на вопрос. Сейчас. Меньше деревня. Ребят, пазл, больше нифига нет. А как ты его собираешь? Часть и что-то целое, похожее. Одна картинка закончена, другая нет. Муравьиные фермы какие-то. Не знаю. Итак, все, господа. Надо отвечать. Господин Рудер, прошу, кто отвечает? Ну, пусть ответит Никита Баринов. Никита Баринов. Итак, что в большом ящике и что в маленьком? Мы предполагаем, что и там пазл, но в одном он закончен, в другом нет. И поэтому, Пазл? Да, вот там вот, где деревня еще не появилась, вот, видимо, она там еще не закончена, нет полной картинки. Ваш ответ понятен. О, Мария подошла. Давайте вставайте уже втроем, будет семья Бойцовых, тем более, что вы этот вопрос придумали в итоге. Придумал вопрос мой супруг, А вы отправили. а я отправила, и моя идея была направить на что, где, когда этот вопрос. Итак, внимание, правильный ответ. Господин Баринов, в маленьком черном ящике есть деревня. Закрой! Быстро закрой! Подожди. Михаил, ты что? Я же тебе скажу, открой маленький черный ящик. Мы же с тобой договорились. Господин Барин, в маленьком черном ящике
деревня старая. А в Большом деревни пока нет. Но скоро будет, господин Баринов. Олимпийская. Но зато есть Китай-город. Гостиный двор, Октябрьское поле. Черная речка, Чистые пруды. Крестовский остров, Воробьевы горы. Откроем, господин Фионов, вам надо было помогать по питерской части. Откроем маленький черный ящик, там схема метро. Спасибо, Михаил. Санкт-Петербурга, а в Большом схема метро Москвы. Побольше. Семья Бойцовых приносит победу телезрителям. 6-5. Счет становится 6-5 в пользу телезрителей. После 3 поражений подряд в финалах 2010, 2011 и 2012 годов телезрители наконец одержали победу над знатоками в решающей игре. Господин Рудер, но я хочу поблагодарить вашу команду. Мне кажется, что вы в финале показали достойную игру. Вы молодцы. И, в принципе, если вы проанализируете игру, вы вполне могли сегодня и победить. Призовой фонд будет разделен на 6 частей. Таким образом, давайте посмотрим, по 462 446 рублей получат Юлия Милова из Бергена «Вопрос о комиксах», Ольга Гудкова из Стерлитамака «Вопрос об игре», Марина Воробей из Полоцка «Вопрос о кофе», Игорь Янович из Гомеля «Вопрос о земном шаре», Антон Агеев из Москвы «Вопрос о супермаркете» и, наконец, семья Бойцовых за вопрос о схемах метро. А сейчас внимание. Сейчас будет определен лучший игрок финала года, лучший игрок 2013 года. Господин Кузовлев. Господин ведущий, конечно же, метро. Господин Кузовлев, а вы не будете возражать, если впервые в истории клуба приз получит сразу вся семья? Утроить? Нет, просто вместе сходят за призом. Внимание! Лучшим игроком финала 2013 года признана семья Бойцовых из Санкт-Петербурга. Прошу вас, награда ждет вас. Михаил, иди на улицу. Мария, Павел, проходите. Дайте Михаилу взять. Семья Бойцовых награждается бриллиантовой совой и эксклюзивной пластиковой картой Банка Москвы на сумму 1 миллион рублей. Проходите в зал. 12-й раз вручается бриллиантовая сова, и 6-й раз ее обладателем становится телезритель. Поздравляем вас! А на этом сезон 2013 года в клубе «Что, где, когда» окончен. Большое всем спасибо!